Привет, друзья! В этом ролике пойдет речь о малолитражках, прозванных в народе инвалидками. Инвалидки из Серпухова – это крохотные дымящие двухтактным двигателем неказистые машинки, которые помнят большинство людей старшего возраста и которые были чуть ли не в каждом дворе. Над мотоколясками смеялись, называли их инвалидками, но их владельцев уважали, потому что ездили на них, как правило, инвалиды, ветераны Великой Отечественной. Вопрос о дешевом и простом транспорте для инвалидов, которых после войны насчитывалось более 2 миллионов, попытались решить на киевском заводе, соорудив трехколесный автомобиль на основе агрегатов, узлов и рамы мотоцикла немецкой фирмы Wanderer. Благо оборудование для производства было, потому что его вывезли из побежденной Германии. Но коляска без крыши и дверей получилась примитивной, да и мощность двигателя была всего-навсего 2,3 лошадиных силы. Поэтому, сохранив базовую конструкцию, новую модель решили дальше проектировать для производства на Серпуховском заводе. Трехколесную заднемоторную мотоколяску SMZ S1L построили на пространственной трубчатой раме, обшитой стальным листом. Мотор рабочим объемом 120 кубиков развивал уже 4,15 лошадиных силы. Коробка передач была трехступенчатой, последовательным переключением, как у мотоцикла. Из-за того, что машина в основном предназначалась для инвалидов, потерявших ноги, снабдили мотоколяску мотоциклетным рулем с характерными ручками, газа справа и сцепления слева. Имела тормоза с механическим приводом от напольного рычага. S1L с мягкой крышей весила 275 кг, но разгонялась всего до 30 км в час и с трудом преодолевала крутые подъемы. В 1952 году начали ее серийное производство. Были также версии и для людей с одной рукой, но управлялись уже такие версии рычагом, отдаленно напоминающий современный джойстик, который был смещен в салоне левее или правее. С 1956 года на S1L ставили мотор объемом 0,35 литров, развивающий 7,3 лошадиных силы. А через 2 года SMZ начал производство первой четырехколесной модели SMZ S3A. Новая мотоколяска сохранила идеологию предыдущей, но сочетала простой, открытый и без отопителя кузов. Ее еще можно было увидеть в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Уже имела новые инженерные решения: речное рулевое управление, независимые подвески, торсионные спереди и пружинная сзади. Уже появился привычный круглый руль и электростартер. С 1962 года начали ставить телескопические амортизаторы. Стекла в двери, которые до этого стояли целлюлоидные. Также был установлен 8-сильный двигатель, который уже развивал скорость до 60 км в час. На этой базе делали модификацию для инвалидов с одной рукой и с одной ногой. Мотоколяски в СССР нельзя было ни купить, ни продать. Государство через Собесы выдавало инвалидам первой и второй группы ее бесплатно и сроком на 5 лет. Через каждые 2,5 года автомобиль проходил обязательный техосмотр, и каждые 2,5 лет владелец получал новый автомобиль. Также государство компенсировало расходы на топливо и обслуживание. Позднее некоторым группам стали продавать ее примерно за 20% стоимости. Совместно с нами в 1962 году разработали целый ряд более современных и не менее симпатичных прототипов, но дальше дело так и не пошло. И в 1970 году пустили в серию всеми известную модель SMZ S3D. Сзади по-прежнему располагался мотор от мотоцикла мощностью 14 лошадиных сил и коробка передач с последовательным переключением. Но новшеством уже было цельнометаллический кузов. Добавили гидравлические тормоза и даже автономную печку с отдельным бензобаком. Но скверно работающий обогреватель многие владельцы демонтировали. Мотоколяска больше подходила для теплого времени. Даже зимний пуск двигателя считался проблемной. Но все равно, несмотря ни на что, аскетичные мотоколяски были единственным доступным транспортом, позволяющим жить инвалидам более-менее полноценной жизнью. В 1997 году с конвейера сошла последняя SMZ S3D. За все время было выпущено более 490 тысяч мотоколясок. И в том же 1997 году завод перешел на выпуск другого автомобиля – ВАЗовской АКИ. И если вам мой ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.